Всем доброй ночи, друзья мои. У всех богов пантеона Вуду, религии Сантерии называется, там разно Сантории, но в любом случае магия Вуду или религия Вуду имеет общие корни, это Африка, которая распространилась с помощью черного контингента на территории Гаити, латиноамериканских стран, то есть это Мексика, Бразилия, Аргентина, даже в Европе, то есть есть определенное направление вуду. Ну, Чили там и тому прочее я не буду сейчас называть, поскольку это уже более такая тонкая тема. Кроме того, вуду перемешалось с католицизмом, с другими направлениями магии, которые существовали до прихода черной расы туда. У каждого бога, божества Вуду есть так называемая католическая маска, либо иное другое название. То есть это боги, которые перевоплощались в разных религиях, назывались по-разному, но функции у них остались те же самые. В данный момент я буду призывать, значит, Огун, бога воинства. Это разрушающий бог. В греческой мифологии это Арес. В мифологии Рима или в религии Рима, мифология это для нас тогда была религия, это Марс. Если вы хотите совершать определенные ритуалы вуду, вы вполне можете взять соответствующую статую даже других божеств, либо просто, вот в этом случае Огуна, просто статую воина, что и есть воплощение воина в нем. Но вот в данный момент я вот показываю вам именно статуэтку Марса или Ареса, или уже в вуду Огун, бога воинства, который призывается, когда вы хотите наказать своих врагов, недругов и тому подобное. Очень часто люди, которые наказываются именно такими ритуалами, таким способом, они очень не просто страдают, их жизненная дорога просто закрывается, от них отворачивается удача, и очень много бед сыпется на их голову. Как бы они там ни говорили, что им все прекрасно и хорошо, но со стороны, когда вы видите, со стороны вы ощущаете, понимаете, что их агрессия, их ненависть, их вот эта более такая пожирающая зависть, ненависть, это все говорит о том, что ваши ритуалы достигают цели, что у них действительно случается бедствие в жизни. Но некоторые это очень ярко показывают, некоторые стараются скрыть, однако истина в том, что все эти ритуалы достигают цели, любой ритуал. Рано или поздно, но вот именно ритуалы мщения, конечно, доходят быстрее. Сейчас я буду произносить заклинание, просьбу к богу Огуну. Если вы хотите более сильного результата или более разрушающего и чуть ли не смертоносного, то можете проводить это 9 дней. Я считаю, что достаточно иногда у сильных мастеров и одного раза, чтобы оно сработало, и так и есть. Для этого нужны черные свечи, нужно изображение воина. Желательно, чтобы это изображение воина было, поскольку очень легко войти в связь с миром демонов, духов, потусторонним миром, миром темных богов, когда у вас есть изображение. Через это изображение человека, черты человека, вы легче соединяетесь с этими силами, ну и настраиваетесь в том числе. Нужен лавровый лист, который мы будем обкуривать, поскольку лавр – это знак победы, а Арес или Марс или Огун – это победоносный бог, бог, который приносит победу. В греческой мифологии он супруга Афродиты, если вы помните. Первым мужем Афродиты был Гефест, кузнец и мастер своего дела, а вторым был Арес. То есть в римской религии Марс. О чем это говорит? Что любовь всегда
выбирает трудные пути, поскольку он Бог войны, понимаете? Любовь всегда добивается войной и через кровь и трудности. И что любовь всегда предпочитает агрессию. Как ни странно, женщины любят агрессивных мужчин больше, чем созидательных, поскольку Афродита развелась со своим мастером, мужем, который ее любил, обожал, и вышла замуж за агрессивного мужчину. И была вполне счастлива. Вот такие вот интересные факты. Знаете, говорят, не говорите женщине о том, что у этого мужчины плохая репутация, иначе она им увлечется. Вот вам, собственно, и ответ. Обкуриваем. Лавр. Далее. Как в любом ритуале вуду, я уже объясняла, что нужно призывать хозяина перекрестков. Только после этого начинать свою работу. Поскольку хозяин перекрестков или бог Элегва передает богам и духам наши молитвы. Еще раз говорю, почему молитвы. Объясняю, что вуду это религия. И там эти заклинания, заговоры называются молитвами. Вот и вся разница. Очень приятный запах, кстати. Лавр очищает помещение. Ибараку комико умете ибараку малумба. Умете арон кларо аконка эшукулона. Омелеко ибараку омелеко анконко акнонко лагуана эшу. И малумба ибако маюба лароле и лароле аконко лагуана. Арон ларо аку аше эку кулона омелеко ибарако омелеко ометеко малумба эму кулона. Я буду вызывать дух войны, просить помощи для отмщения своих врагов, недругов и любого человека, который будет мне мешать. Почему это делается? Потому что каждый практик должен иметь защиту. У нас очень сложная работа и сложная жизнь, и если мы себя не будем защищать, то у нас будет сложнее всего, еще более. Итак, свечи начали трещать, значит, время пришло. Сейчас я читаю заклинание, которое составила не я сама. Не буду называть автора, отличный автор по книгам вуду, но я его не буду называть, не Павел Гросс, другой, чтобы все бегом не бежали покупать и магичить, и чудеса творить на свою голову. Поэтому я не назову. Сначала прочитаю его заклинание, потом свое. Я взываю к тебе, великий Огун, дух пропасти, услышь мой призыв, я обращаюсь к тебе. Пусть утро застанет врагов моих в гневе твоем. Врагов моих захвати, гневом своим порази, волю сломай, адской темнотой покрой, пламенем опали, сожги их изнутри. Да будет так. Великий Огун, которому принадлежал сила мщения, яви себя, будь сильнее судьей врагам моим и защитой мне. Не позволь недругам моим торжествовать, накажи их за мои несчастья. Они причинили мне боль. Глупые, грубые, они никогда не станут мудрее. Имеющие уши да не услышат, имеющие глаза да не видят. Они подобны язычникам в своем поведении. О твоей разрушительной силы, Огун, ты знаешь их мысли, их тщеславную жизнь, так научи же их правде своей, яви справедливость, да не дай врагам моим отдохнуть от несчастья, которое обрушится на их головы, соверши свой суд. Стань мне защитой от злодеев моих, да будут они в ответе за зло, причиненное мне, неповинному. Да будет так. Теперь я произношу обращение свое. О великий Бог воинства, услышь мою молитву и просьбу, и помоги. Призови свое воинство и обрушь на моих врагов. О ты, расчищающий дороги, расчисти мою дорогу, устраняя моих врагов и препятствия. Призови свое воинство, пусть окружают меня и станут моей защитой. Отражай удары, направленные на меня. Бей моих врагов, бей моих врагов, бей моих врагов.
расчисти мою дорогу. Да будет так. Аше, аше, аше. После чего оставляем догореть вот эту большую черную свечу. И только потом, возблагодарив Бога за помощь, относим изображение его и ставим на место. На этом ритуал заканчивается. Если будут вопросы, задавайте. Еще раз предупреждаю тем, который не посвящен, тем, у которого нет силы, которым просто кажется, что есть эта сила у него, я не советую трогать эти ритуалы, вообще магию. Удачи!